Хари Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня будет ответ на вопрос, который задал Олег Степок из села Клюевки. Шучу, конечно, но почитатели Красной Плесени меня поняли. И товарищ Олег задал такой интересный вопрос, при какой температуре кипит электролит. И может ли он по температуре корпуса аккумулятора понять, закипел электролит или нет. Другими словами, обожжет он руку или нет. Ну, не будем судить его строго, потому что человек интересуется. А когда человек интересуется, его за это осуждать нельзя. Наоборот, надо поощрять. Поэтому хороший, Олежка, вопрос. Отвечаю на твой вопрос. Конечно, кто давно подписан на этот канал, те начали дико улыбаться, но все равно не надо судить людей строго. Люди учатся. Итак, при какой температуре кипит электролит? Значит, Олежка, кипение электролита никак не связано с температурой. Электролит может кипеть и при положительных температурах, и даже при отрицательных. Даже при минус 30 градусов мороза он тоже может кипеть. А кипение электролита — это название относительное. На самом деле он не кипит, как вода в чайнике. С температурой это никак не связано. Хотя иногда и связано, но об этом дальше. А сам термин кипение электролита — это условное название, которым принято обозначать электролиз электролита. То есть, когда выделяется газ на отрицательных пластинах и на положительных. Водород на отрицательных, кислород на положительных. И вы это видите глазами. Потому что электролиз идет практически постоянно, но есть такой электролиз, который вы не видите глазами, а есть тот, который вы четко видите глазами. Так вот, именно то выделение газа в тот электролиз, который вы видите глазами, то есть пузырьки, которые всплывают на поверхность электролита, и называется кипение электролита. С температурой никак практически не связан. Другими словами, если вы возьмете аккумулятор и поставите его на костер, костер будет греть аккумулятор. Представим, что у нас корпус не пластиковый, а чугунный, он не расплавится. Если у вас электролит закипит от температуры, которую дает костер, то это не будет кипение электролита. Это будет физическое кипение электролита, связанное с его нагревом. Ничего общего с кипением электролита в аккумуляторе это не имеет. Опять же, кипение электролита в аккумуляторном деле название условное, обозначает электролиз. Соответственно, вторая часть вопроса: можно ли по температуре корпуса понять, кипит электролит или нет? Нет, нельзя. И вообще температура корпуса электролита не должна превышать 40-50 градусов. Это очень вредно, и опять же это вызывает кипение электролита. Но об этом немножко позже, чтобы вы поняли, почему он кипит. Ну а теперь разбираемся, почему же он, падла, может кипеть. Первое, от чего кипит электролит. Это значит, что у нас аккумулятор, аккумуляторные пластины, вот я взял ее для наглядности, полностью заряжены. Что это значит? Это значит, что у нас сульфата на пластине нет. А что такое заряд аккумуляторной батареи? Это когда сульфат у нас переходит в кислоту под воздействием электрического тока, потому что у нас какая реакция идет в аккумуляторе? Электрохимическая. А если копнуть еще глубже, то химическая. Но эта химическая реакция запускается под воздействием электрического тока. Притом эта реакция может течь как в одну сторону, так и в другую. То есть в две стороны течет. То есть сульфат при разряде садится на пластины, при заряде сульфат из пластин уходит в кислоту. Так вот, если мы даем на нашу пластину ток, а сульфата на ней нету, заряжать тут нечего, куда расходуется наш ток? Правильно, на электролиз. Аккумулятор у нас кипит, потому что наш ток пластина принять не может, у нее больше нету сульфата. И, соответственно, что? Аккумулятор будет кипеть, потому что будут выделяться пузырьки газа. Из этого еще один вариант следует, почему у нас кипит аккумулятор, то есть электролит аккумуляторный. То есть выделяется газ, водород и кислород, идет электролиз. Напишем пункт 1.1. Такое может быть, если вы даете слишком много зарядного тока. Да, допустим, такой случай. Есть у нас пластина, и, понятное дело, пластина имеет определенное количество свинца. И этот свинец, который находится в аккумуляторе, может принять определенное количество тока, потому что химическая реакция имеет свою скорость. Сульфат с пластины не может сходить мгновенно. Эта реакция не течет со скоростью света. Есть определенная скорость протекания реакции, то есть определенная скорость, с которой растворяется наш сульфат с пластин. А значит, определенная скорость, с которой пластина может принимать наш зарядный ток. Понятное дело, что если у нас аккумулятор 60 ампер-часов, то он тока возьмет меньше, чем аккумулятор, который 100 ампер-часов. Все зависит от площади пластин, сколько здесь свинца. И вот предположим, что вот эта пластинка чисто теоретически может у нас принять 100 ампер.
Вот она 100 ампер у нас может принять. Если мы даем 100 ампер, она нормально принимает, кипения нету. Ну, допустим, у нас аккумулятор еще не заряжен, а наоборот таки разряжен. Даем 100 ампер, она его принимает. А теперь предположим, что мы сошли с ума и даем не 100 ампер, а 200 ампер зарядного тока на этот свинец. А наш свинец может принять только 100 ампер. И что у нас получается? Что 100 ампер пластины примут, а те 100 ампер, которые остались, потому что 200 минус 100 это равно 100 ампер, они принимать не будут. И вот эти 100 ампер полностью расходуются на электролиз. Опять же выделяется газ. И аккумуляторный электролит у нас закипает. Потому что что? Потому что мы дали слишком много зарядного тока. И вот именно по этой причине и существует рекомендованный ток при заряде аккумуляторной батареи, который составляет от 5 до 10% от емкости батареи. Потому что от чего зависит емкость батареи? От количества свинца, от количества пластин, их площади, которая находится в аккумуляторе. То есть количество свинца, это есть емкость. Напрямую емкость зависит от количества свинца. Чем больше свинца, тем больше она может принимать зарядного тока. Поэтому 60-ка принимает ток рекомендованный от 3 до 6 ампер, а сотка принимает от 5 до 10 ампер. Чем больше емкость аккумулятора, тем больше он принимает зарядного тока. И вот именно с этим явлением и связаны зарядные режимы буферных батарей. Потому что такое буферная батарея? Это буферная батарея, которая заряжается постоянно, беспрерывно. А значит, у нее нет лимита по времени заряда, а значит, у нее пластины практически всегда заряжены. То есть вы буферную батарею пустили в работу, она разрядилась под нагрузкой, потом она заряжается, полностью зарядилась, но лимита по времени заряда у нее нет. Она что получается? Полностью заряжена, а ток вы подаете. И куда расходуется этот ток, который пластина уже принять не может в буферном режиме? Правильно, на электролиз. То есть что? Батарея кипит, теряет воду, выкипает электролит. Так вот, чтобы от этого уйти, на буферных батареях применяют режим зарядного напряжения 13,2, 13,8 вольт. Потому что при таком напряжении, согласно Ома, пониже и сила зарядного тока, и при такой силе зарядного тока у нас электролиз минимальный, то есть батарея не выкипает. И в буферном режиме батареи служат по 10-12 лет. Но воду все равно придется доливать, конечно, потому что в любом случае она будет понемножку выкипать. Но не так выкипать, если вы дадите напряжение 14,4 вольта. Второй случай, когда у нас аккумулятор начинает закипать, это не связано с зарядом-разрядом. Может кипеть даже разряженный аккумулятор. Почему? Потому что есть такая фигня, которая называется напряжение нормального электрода или пузырьковое перенапряжение. Это то, о чем я рассказывал немножко в прошлом видео. Что такое напряжение нормального электрода? Это, допустим, мы взяли кусок свинца, потому что отрицательные пластины у нас свинцовые, и засунули в электролит. И у нас появилось какое-то напряжение. Давайте напишем, это у нас напряжение нормальное, то есть оно возникло само по себе. Называется напряжение нормального электрода. И в таком состоянии у нас все хорошо, ничего не кипит, электролит обмывает пластину, и все хорошо, напряжение появилось. А теперь мы это напряжение нарушаем. Если мы нарушаем его вниз, то есть уменьшаем напряжение, ничего не будет, кипеть ничего не будет. А вот если мы повышаем напряжение, то есть у нас напряжение следующее будет, которое мы дадим, напишем напряжение фактическое, выше, чем напряжение нормального электрода, у нас тут же начинается выделение газов. Где мы можем это встречать? Да, наши самые любимые кальциевые батареи, потому что когда у нас кипели нормальные сурмянистые батареи при 14,4 вольтах. А когда у нас кипят кальциевые батареи при 16 вольтах. А почему такая разница? Как нетрудно догадаться, потому что в кальциевых батареях есть кальций, а в сурмянистых есть сурьма. Так вот, добавка сурьмы в аккумулятор понижает напряжение нормального электрода, а кальций, наоборот, повышает напряжение нормального электрода. Поэтому сурмянистые батареи кипели при 14,4, кальциевые не кипят при 16. Опять же, сейчас в комментариях напишут, так там же закон Ома, у нас не будет много тока, если у нас такое напряжение, потому что ток снизится. Да, все правильно, так и есть. Ну, давайте возьмем пример из жизни. Опять же, буферные батареи. Пластина у нас полностью заряжена, сульфата нету. И у нас пластина кальциевая, то есть нормальный электрод у нас 16 вольт только начинает кипеть. Ниже 16 вольт не кипит. Так вот, если мы поставим на буферную батарею 13,2,
13,8 вольт, то ничего у нас кипеть не будет, потому что заряженная батарея, ток зарядный минимальный при этом, согласно закону Ома, а напряжение у нас ниже, чем 16 вольт, то есть ничего у нас не кипит, электролиз не происходит. Даже не будут кипеть сурмянистые батареи. А вот теперь предположим, что у нас, опять же, буферная батарея, пластина полностью заряжена, сульфата нету, токи минимальные, там пол ампера, а может быть ниже, потому что закон Ома, никуда от этого не деться. Но даже если у нас сила тока меньше, чем 0,5 ампера, ну практически 0,5 ампера это ни о чем, а напряжение мы все равно можем поднять больше, чем 16 вольт. Также можно сделать легко. И что у нас при этом произойдет? Начнут выделяться газы, то есть аккумулятор у нас закипит. Потому что что? Потому что 16 вольт, а 16 вольт это выше, чем напряжение нормального электрода. И вот трах-бах, сразу возникает пузырьковое перенапряжение, и сразу аккумулятор закипел. И вот этот эффект мы все прекрасно наблюдаем в конце заряда. Все чудесно. Притом вот этот вот перекос относительно нормального электрода может возникнуть в неисправных батареях. Допустим, немножко где-то банка подкороченная, у нее напряжение ниже, чем в соседней банке. Соответственно, что? У нас эта банка, которая прикороченная, и у нее напряжение ниже, чем в остальных банках, получает вот этот вот перекос относительно нормального электрода, потому что на ее электродах напряжение ниже, на соседних напряжение выше. Соседние банки начинают сбрасывать ток в нее, потому что у нее же напряжение ниже. Она что делает? Вскипает. И вот закороченные банки у нас тогда кипят. Второй случай, если у нас батарея засульфатирована, значит у нас высокое внутреннее напряжение в банках. Опять же, крайние банки мы заряжаем. У нас аккумулятор, штыри. На крайние банки подаем напряжение. Крайние банки заряжаются, средние не заряжаются. То есть на крайних банках напряжение выросло, в средних не выросло, потому что сульфат, который образовался на пластинах, создает высокое сопротивление. И получается у нас крайние банки под высоким напряжением, средние не под высоким напряжением. Опять же возникает перекос. Аккумулятор кипит. Все засульфатированные наглухо аккумуляторы кипят при 12,5 вольтах. И вот когда батарея у вас засульфатирована, у вас сразу под капотом появляется белый иней на металлических частях и на клеммах аккумуляторной батареи. Это говорит о том, что аккумулятор у вас кипит по какой-то причине. Когда-то я снимал видео, где тестировал свою, тогда еще была плазма 60 на Ланосе, перед тем, как я делал десульфатацию, и после того, как я делал десульфатацию в дистиллированной воде. И вот в том видео, где я делал тест на нагрузку аккумулятора стартером до десульфатации, было видно, что когда скрутил я стартер, батарея полностью села, я стартер выключил, нагрузка с клемм снялась, и аккумулятор закипел спустя несколько секунд. Потому что был аккумулятор, у него 6 банок, клеммы выводные, и я на клеммы дал нагрузку на стартер, то есть начал забирать ток. Соответственно, напряжение в крайних банках понизилось, там где у нас выводные штыри, а в средних банках оно осталось прежним. Потому что батарея была засульфатированная, а сульфат создает высокое сопротивление. И ток из банок средних не перетек в крайние банки, потому что засульфатировано все. И вот когда я снял нагрузку, напряжение в крайних банках оказалось низким, а в средних высоким. И тогда ток начал перетекать в крайние банки. Но так как тут напряжение низкое получилось, потому что был разряд на старте, потому что много тока ушло на стартер, то напряжение в крайних банках низкое, в средних высокое. Получился перекос. Опять же, вот этот вот самый относительно нормального электрода. Аккумулятор вскипел, притом вскипел так, что аж свистел. На видео все прекрасно было слышно. Третий случай, когда может закипеть электролит в аккумуляторе, это если у нас аккумулятор перегрет.